Разрушительный тайфун обрушился на Пекин. Власти Китая объявили красный уровень опасности. По данным городской метеорологической службы, с субботы до позднего вечера понедельника в столице выпало в среднем более 220 мм осадков. В городском районе Мэнтаугоу показатель составил 430 мм. Это самая страшная природная катастрофа в стране за последние годы. Наводнение побудило закрыть туристические достопримечательности. Однако наихудшие последствия ощущаются на окраинах города, где ливни захлестнули русла рек, которые обычно остаются сухими. Тайфун Доксури обрушился на юго-восточную китайскую провинцию Фуцзянь 28 июля, после чего ослаб и направился на север. Последовавшие за этим дожди залили Хэбэй, провинцию с населением 75 миллионов человек, и соседние города Пекин и Тяньцзинь. По данным китайских властей, в результате наводнения в этих регионах жители оказались в затруднительном положении, были смыты мосты и автомагистрали, в результате чего в общей сложности погибло около 30 человек. Шторм также принес Пекину самые сильные дожди за 140 лет, что стало серьезной проверкой способности региона справляться с экстремальными погодными условиями, которые, как предупреждают эксперты, станут более частыми с изменением климата. По сообщениям государственных СМИ, эвакуированные жители были переведены во временные убежища в гостиницах и школах. Многие из перемещенных лиц в Хэбэй, промышленном и аграрном центре, где проживают многие жители Пекина, были вынуждены покинуть свои дома в районах, где власти спустили накопившиеся паводковые воды, переполнившие водохранилища и водные пути. Государственное агентство Синьхуа сообщило, что 883 города и поселки в 98 уездных районах провинции Хэбэй пострадали от наводнения, в результате которого пострадало более 2,2 миллиона человек. Среди тех, кто переселен, более 960 тысяч находятся в зонах хранения и задержания паводков, предназначенных для уменьшения воздействия наводнения вниз по течению в провинции Хэбэй, сообщил в субботу провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой. По словам Йинга, министра по водным ресурсам, в текущей ситуации водохранилища в верхнем течении достигли высокого уровня воды и нуждаются в срочной очистке. В то же время реки в нижнем течении также столкнулись с ограниченной способностью справляться с паводковыми потоками. Тысячи домов уже повреждены или разрушены. Местное правительство заявило, что экономический ущерб от урагана составляет около $2,2 миллиарда. В текущей ситуации водохранилища в верхнем течении достигли высокого уровня воды и нуждаются в срочной очистке. В то же время реки в нижнем течении также столкнулись с ограниченной способностью справляться с паводковыми потоками. Комментарий провинциального чиновника, который предположил, что наводнение в Хэбэе было сделано для защиты китайской столицы, вызвал негативную реакцию и споры о том, как справиться с наводнением в социальных сетях. В сообщениях СМИ цитировался партийный секретарь провинции Хэбэй Ни Юйфэн, призывавший районы, граничащие с Пекином, решительно служить рвом для столицы. В одной широко распространенной статье в социальных сетях блогер, заявивший, что его семья находится в пострадавшем от наводнения районе провинции Хэбэй, написал: «Я надеюсь, что отныне нам не придется приносить жертву ради защиты столицы», в то время как некоторые комментаторы обсуждали эту точку зрения. В то время как государственные СМИ цитировали других официальных лиц, говорящих, что дренаж в Хэбэе сыграл роль в снижении давления на бассейн наводнения, они также отвергли идею о том, что один район был затоплен, чтобы сохранить другой. В одном из сообщений государственных СМИ цитируется инженер-гидротехник Чен Ксиота, который говорит, что эта характеристика не очень точна с точки зрения того, как работает борьба с наводнениями.
В соответствии с национальными правилами стоимость имущества, поврежденного в результате сброса воды в противоповодковых зонах, будет компенсирована на 70%. Между тем, к утру пятницы Хэбэй направил 3385 рабочих групп и мобилизовал материалы на сумму 150 миллионов юаней, или около 21 миллиона долларов США, для оказания помощи в спасательных операциях. По данным Синьхуа, более 300 профессиональных аварийно-спасательных бригад и 6913 человек приняли участие в спасательных работах на месте в Джачжоу, одном из наиболее пострадавших районов провинции Хэбэй. Как сообщают государственные СМИ, дальше на север в соседней провинции Хэйлунцзян-реки, орошающие ее плодородные сельскохозяйственные угодья, вышли из берегов, затопив рисовые поля, разрушив овощные теплицы и нанеся ущерб фабрикам. По данным властей Хэйлунцзяна, 25 рек по всей провинции превысили уровень предупреждения и угрожают выйти из берегов. В Харбине, столице провинции Хэйлунцзян, было эвакуировано более 162 тысяч человек, а более 90 тысяч гектаров посевов были повреждены паводковыми водами. В городе Шанчжи более 42 575 гектаров посевов были уничтожены сильнейшим ливнем, с которым город сталкивался за более чем 6 десятилетий. Многочисленные деревни и большие площади сельскохозяйственных угодий также были затоплены в городе Учан, еще одном крупном городе-производителе риса в Хэйлунцзяне, и местные власти все еще подсчитывают ущерб. Разрушение рисовых полей на северо-востоке Китая произошло после того, как сильные ливни в конце мая затопили провинцию Хэнань, еще один крупный зерновой регион, производящий около трети пшеницы страны.